Всем доброго времени суток. Вы на канале Ну что, свяжем, и я Оля, мой канал об узорах крючком. Сегодня хочу вам показать вот из такой интересной пряжи очередной несложный оригинальный узорчик. Справится даже новичок. Про пряжу расскажу вам в конце видео, но единственное, что она вот такая вот тоненькая, но не сильно тонкая, да, летняя пряжа. И крючок у меня сегодня будет, вот моя рабочая лошадка, возьму для контраста цвет, вот номер 3. Вы, в свою очередь, берете свою пряжу, свой крючок под вашу плотность вязания, чтобы у вас все получилось. Схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Ну, в принципе, все понятно, да. Кто умеет работать со схемками, уже все поймет и может работать самостоятельно. Кто еще пока не умеет, повторять за руками, у вас обязательно все получится. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика составляет 11 петелек плюс 2. Поэтому я наберу, давайте, 3 раппорта. Это получается 33 воздушные петельки и плюс 2 35. Ну, а вы набираете столько, сколько вам необходимо. Итак, вначале делаю петельку фиксации. При наборе петелек я ее не считаю. А теперь я набираю 35 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Вот мой будущий образец. Далее, смотрите, мы с новичками что сделаем? Мы сделаем вспомогательный ряд, самый первый, для того, чтобы не запутаться в воздушных петельках. В столбиках мы не запутаемся, поэтому набираем ряд столбиками с накидом. Повторяйте. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку аккуратненько нырнули, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом. Накид. Дальше по порядку в следующую петельку цепочки точно так же нырнули, вытянули ниточку, провязали по 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом. Накид в следующую и во все последующие петельки цепочки провязываем вот так вот столбики с накидом. Сами себя контролируйте. Количество по итогу столбиков у вас должно быть ровно столько, сколько у вас петелек в цепочке. То есть я набрала 35 воздушных петелек, у меня получится по итогу 35 столбиков. Поняли, да? Все. Ну, у вас ваше количество. Смотрите, первые 3 петельки подъема, которые мы провязали, это имитация столбика с накидом. Считаем за столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 столбиков я уже провязала. Теперь самостоятельно вы вяжете до конца ряда. Несложно, у вас получится. Но в конце ряда я вас встречу. Договорились? Все, давайте. Так, смотрите, вот наши столбики готовы. Все ровненько, аккуратненько. Теперь приступаем непосредственно к узорчику. Итак, для начала будьте внимательны. Делаем 4 петельки подъема. 1, 2, 3, 4. Поворот. Теперь 2 накида. 1, 2. И во второй по порядку столбик нырнули, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. Столбик с 2 накидами. Еще раз 2 накида и по порядку в следующий столбик нырнули, столбик нырнули, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. Столбик с 2 накидами. Первые 4 петельки подъема это имитация столбика с 2 накидами. Далее будьте внимательны. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Дальше немножко схема срезана, да, но можем предположить, что 2 столбика пропускаем, в 3 нырнули, провязали столбик без накида. Есть. А по порядку в следующий столбик, смотрите, как мы делаем. Мы делаем накид. Вначале нырнули в этот столбик, вытянули ниточку и все 3 петельки на крючке провязываем за один раз вместе. Это получается полустолбик с накидом. Воздушная петелька, накид. Сюда же в этот же столбик опять нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом. Воздушная петелька. Теперь делаем 2 накида. 1, 2. Сюда же вернулись в этот же столбик и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. Столбик с 2 накидами. Видите, как мы поднялись ввысь. Теперь будем опускаться. Воздушная петелька, накид, 1 накид. Опять же сюда возвращаемся и провязываем по 2 петельки. 2,
2, столбик с одним накидом, воздушная петелька, теперь будьте внимательны, накид, возвращаемся сюда же, вытягиваем ниточку и провязываем все 3 петельки за один раз. Раз, это получается у нас полустолбик с накидом. Вот что по итогу получается. Дальше шагаем по порядку в следующий столбик, нырнули, провязали столбик без накида. Теперь 3 воздушные петельки, раз, 2, 3, 2 накида, раз, 2, пропускаем 2 столбика, раз, 2, и в третий начинаем провязывать столбик с 2 накидами. И считаем, это первый столбик, 2 накида, по порядку дальше, второй столбик, по порядку дальше, третий столбик и четвертый. Все столбики здесь с 2 накидами. Поняли, да? Они вот такие вот высокие. Вот что по итогу у нас получается. И дальше повторение. То есть опять у вас арочка, вот такая горка, арочка, столбики. Давайте еще раз. 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. Пропускаем 2 столбика. Раз, 2. В третий столбик без накида. Теперь начинаем провязывать горочку. Накид. Следующий столбик. Провязали полустолбик с накидом. Воздушная петелька. Накид. В этот же столбик. Столбик с накидом. Воздушная петелька. Кому быстро, ставьте на паузу, да? Либо в настройках YouTube просто поставьте скорость, с которой вам будет удобно, комфортно работать. Дальше 2 накида. Нырнули сюда же. Провязываем столбик с 2 накидами по 2 петельки. Воздушная петелька, накид, сюда же нырнули, провязали столбик с накидом. Воздушная петелька, и сюда же нырнули, провязали полустолбик с накидом. Есть, горка есть. В следующий по порядку столбик провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки, раз, 2, 3, 2 накида. 2 столбика пропустили и в третий провязываем столбик с 2 накидами и так далее. Столбиков у нас будет здесь 4. Поняли, да? Раз, 2, 3, 4. И опять горка и заканчивайте ряд. Схемка перед вами. Надеюсь, вы справитесь. Давайте самостоятельно. У вас получится. Так, смотрите. Вот мы с вами провязали практически до конца ряда. Вот что у нас по итогу получается. И как мы заканчиваем ряд, так же как и начинали. У нас там получается 2 столбика с 2 накидами и петельки подъема. Получается первый столбик с 2 накидами, второй столбик с 2 накидами. Теперь делаем 2 накида. И у нас здесь были 3 петельки подъема. Аккуратненько в третью петельку подъема предыдущего ряда нырнули и провязали последний, третий столбик с 2 накидами. Все, ряд наш закончен. Далее опять делаем 4 петельки подъема. Раз, 2, 3, 4. Поворот. Теперь смотрите, делаем 2 накида, и теперь будьте внимательны. Мы захватываем не за верхушку наш столбик, а мы как бы окружаем его сзади наперед. Столбик перед крючком, вытягиваем рабочую ниточку и начинаем провязывать по 2 петельки. 2, 2, 2. Называется рельефный лицевой столбик с накидом. Пока повторяйте, потом вы увидите, как будет красиво. Опять 2 накида. Следующий столбик точно так же. Не за верхушку провязываем, а захватываем сзади наперед. Столбик перед крючком. Вытягиваем рабочую ниточку, а дальше провязываем также по 2 петельки. 2, 2, 2. Рельефный лицевой столбик с накидом. Когда узорчик подрастет, вы увидите, что рельеф подчеркивает данный узорчик. Дальше смотрите, 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. И теперь мы переключаемся вот на нашу горку, там где самый-самый высокий столбик, у нас был столбик с 2 накидами. Нырнули и в него провязываем столбик без накида. Вот что по итогу получается. Опять 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. Теперь 2 накида. И вот все наши столбики, раз, 2, 3, 4, будем провязывать рельефными лицевыми столбиками с накидом. Итак, захватили. Столбик перед крючком, вытянули рабочую ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. Первый столбик готов. 2 накида, точно так же второй столбик. Рельефно-лицевой столбик с 2 накидами. 2 накида, точно так же третий столбик с 2 накидами.
Есть. И точно так же последний, 4-й столбик провязываем рельефным лицевым столбиком с 2 накидами. Вот такая картина начинает у нас вырисовываться. И дальше 5 повторений. Будем провязывать вот такие 2 большие арочки. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Переключаемся вот на верхушку нашей горки, самый высокий столбик. Беремся за верхушечку и провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. 2 накида и шагаем опять по нашим столбикам. Столбики провязываем рельефным лицевым столбиком с 2 накидами. Несложно, да? Смотрите, все. И вот так вот шагаете до конца ряда. Давайте. Несложно у вас получится. В конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, провязали практически до конца ряда. И как мы заканчиваем наш ряд? У нас здесь получается 3 столбика. 2 провязали как рельефные лицевые столбики с 2 накидами. Дальше 2 накида. И помните, у нас здесь были 4 петельки подъема. Аккуратненько в 4-ю петельку ныряем и провязываем просто обычный столбик с 2 накидами. То есть не рельефный. Все. На этом наш ряд закончен. Далее опять делаем 4 петельки подъема. 1, 2, 3, 4. Поворот. Дальше у нас будет опять ряд из обычных столбиков с 2 накидами, то есть не рельефные, обычные. За верхушечку взялись, провязали столбик с 2 накидами. И в следующий столбик с 2 накидами. Здесь ничего сложного. Есть. Дальше смотрите, 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Теперь переключаемся вот к нашему столбику. Так, вначале беремся в арочку перед столбиком и провязываем столбик без накида. Теперь накид. Мы вот наш столбик нырнули и провязываем сюда полустолбик с накидом. Мы уже умеем его провязывать. Воздушная петелька, накид. Сюда же опять ныряем в верхушечку, провязываем столбик с 1 накидом. Воздушная петелька. 2 накида, сюда же ныряем и провязываем столбик с 2 накидами. Есть. Дальше воздушная петелька, 1 накид, сюда же нырнули, провязали столбик с 1 накидом. Воздушная петелька, накид, сюда же нырнули, вытянули ниточку и провязали все 3 петельки вместе, полустолбик с накидом. И опять формировали такую вот горочку. Теперь смотрите, шагаем вот нашу арочку. Нырнули и провязали столбик без накида. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И переключаемся на наши столбики. Вот эти 4 столбика. Так, они у нас были рельефными. С этой стороны они выглядят как рельефные изнаночные. Вот такая вот полоска горизонтально. Видите, выпуклая. Значит, рельефные изнаночные здесь столбики. Но мы делаем обычные. 2 накида. И за верхушечку беремся и провязываем 4 столбика с 2 накидами. 1, сюда же, ну не сюда же, в следующий столбик, да, 2, следующий по порядку столбик 3 и следующий 4. То есть сколько столбиков было, столько мы провязали. Все. То есть мы точно так же с вами провязывали вот наш самый первый ряд: столбики, горка, столбики, да, и здесь будут столбики, горка, столбики. Единственное, что столбики без накида, они вот у нас так вот в арочку, да, видите, провязываются. Все. И все. А дальше повторение. Давайте самостоятельно. Вы уже умеете, вы уже так вязали. Но в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте. Так, смотрите. Вот мы провязали практически до конца ряда. Вот такие вот горки, вот такие вот столбики. И как заканчиваем ряд. То есть получается, вот у нас здесь 2 столбика с 2 накидами. Дальше делаем 2 накида. И вот у нас здесь были 4 петельки подъема в предыдущем ряду. В 4-ю петельку аккуратненько ныряем и провязываем столбик с 2 накидами. Все, на этом наш ряд закончен. Есть. Далее опять 4 петельки подъема. 1, 2, 3, 4. Поворот. И здесь получается мы повторяем точь-в-точь вот второй ряд нашего узорчика. То есть будем делать рельефные столбики. 1, 2, 2 накида. Вот второй столбик захватываем сзади наперед, столбик перед крючком. И вытягиваем рабочую ниточку, провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. Рельефный лицевой столбик с 2 накидами. 2 накида. Следующий по порядку столбик точно так же. Провязываем рельефный лицевой столбик с 2 накидами.
Дальше 3 петельки у нас воздушные идут. Раз, два, три. Переключаемся на горку. Самый высокий, средний, да, центральный столбик с двумя накидами. Здесь будет столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И опять переключаемся на наши столбики. И все наши столбики с двумя накидами будут рельефными лицевыми столбиками с двумя накидами. Поняли, да? То есть мы этот ряд уже с вами провязывали. Никаких изменений здесь нету. Узорчик очень простой. Представляет собой всего лишь только 2 ряда. Вот вы друг за дружкой повторяете 2 ряда. Узор растет и получается красота. Все. Ничего сложного. Ничего не нужно перемещать в шахматном порядке. Ничего не нужно запоминать сложного и так далее. Вот. Вот такая красота. То есть мы с вами провязали, получается, вертикальный раппорт нашего узорчика. Так? И мы это сделали уже 2 раза. Все. Дальше давайте провязывайте самостоятельно. Увеличиваем образец несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится. Но уже видно, что интересно, оригинально получается. Надо просто, чтобы образец был побольше. Да? Все. Давайте встречаемся через несколько рядочков. У вас получится. Схемка, кстати, перед вами, поэтому смотрите, не растеряйтесь. Итак, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот что по итогу получается. Вот такие вот интересные объемные рельефные столбики, и между ними получается как бы треугольнички горки, да? Смотрите, вот так выглядит эта сторона. Так, запомнили? Теперь переворачиваем на другую сторону. Там у нас рельефные столбики изнаночные. Смотрите, как она выглядит. Видите? Каждый, получается, столбик вот так вот интересно подчеркнут. И если эта сторона вам нравится больше, да, вот именно такой вот полосочками, то, естественно, она у вас будет лицевой. Поняли, да? То есть ваша задача выбрать, какая у вас сторона будет лицевой. Все. То есть узорчик сам по себе, возможно, даже и двусторонний. То есть из любых ниточек вяжите, пробуйте обязательно. Он будет смотреться из любых ниточек шикарно, интересно. Это может быть и шарф, это может быть снуд, это может быть жилетка, это может быть летний кардиган. Смотрите, какой будет вертикальный узор, да, такой удлиняющий силуэт. Почему, опять же, летний кардиган? Потому что, смотрите, я вот вязала вот такими вот ниточками. Называются они Alize Diva. В моточке, получается, в 100 граммах находится 350 метров. Цвет пока не забыла, такой интересный синий-голубой, 200, если не ошибусь, 83, 263. Кто хорошо видит, смотрите. И получается, нам здесь советуют брать крючок, смотрите, номер 3,5. Но я взяла троечку, я думаю, чтобы было 3,5, еще бы рыхлее он был. И смотрите, какая особенность. Сейчас я вам прочитаю особенность. Я сейчас найду ее и прочитаю. То есть состав. Я хочу вам рассказать, что это за состав. Ну вот же он. Вот. 100%, смотрите, микрофибра. Вот. Поэтому он такой легкий, нежный, струящийся узорчик, да, получается. То есть пряжа 100% летняя. То есть вот такая вот красота получается. Пробуйте, вяжите. Кто данной пряжи что-либо интересное вязал, рассказывайте. Нравится она вам непосредственно в вязке? Или все-таки она такая не очень комфортная для вас? Моточек, если вы снимаете непосредственно упаковку, он, естественно, весь расползается. Поэтому я, как говорила в предыдущем видео, я их перематываю моточки в большой такой клубок и спокойно вяжу. А так, да, конечно, он такой распластывается. Вот такая красота. Как вам? Давайте замерим. Смотрите, узорчик из моей, да, пряжи получается. Он вообще так не тянется. И вот так не тянется. Но какая особенность? Под тяжестью узор, да, получается, со временем может еще больше подтянуться. То есть прочитайте про микрофибру в интернете, какие особенности данной ниточки. А на лето она шикарная. Итак, моей рукой, моей пряжей, моей плотностью вязания, да, моим крючком я, получается, набирала 35 воздушных петелек. У меня это получается вот 18 сантиметров. И тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И с новичками набирали самый первый, да, получается 11. Ну, давайте замерим, сколько это у нас в итоге. Смотрите, 13 сантиметров. Поняли? За счет того, что столбики с двумя накидами, узорчик очень быстро растет. Очень легко, конечно, он вяжется. Вот такая красота. Я надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки и обязательно пишите комментарии. Комментарии помогают продвижению моего канала. Заранее спасибо большое. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях, сохраняйте свои плейлисты. Кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь. Много зрителей смотрят и не подписываются. Подписывайтесь. Спасибо заранее тоже большое. И нажимайте на колокольчик, вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Все. Кто
имеют возможность нажимать на кнопочку спонсорства. Тоже заранее спасибо большое для развития моего канала. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.